Всем привет, дорогие друзья! Я очень рад видеть вас на моем канале Brother 2S, и сегодня у нас мега интересная тема. Я отвечаю на ваши вопросы, как создавать карты в творческом режиме Fortnite. Вы меня часто спрашиваете про выдвигающиеся объекты, как сделать объекты перемещающимися, двигающимися и так далее по определенным критериям. Также вы писали в комментариях, что хотите узнать, как сделать блокировку раздвигающихся дверей, как на дирижабле, как настроить награды в комнате для АФК фарма опыта, конкретно с моей карты из вот этого видео. И еще одна тема, которую я надеюсь успеть сегодня осветить, это паркур с чекпоинтами и как все правильно настроить. Пристегивайтесь, друзья, будет очень круто и интересно. Представьте себе, что вы хотите удивить своих игроков. Он играет, и тут раз объект внезапно откуда-то появляется, и он такой: ого, как это вообще возможно? Или, например, он там доходит до какой-то контрольной точки, и ему кажется, что он куда-то не туда попал, у него тупик, и тут раз какой-то объект начинает двигаться и открывает перед ним перспективу другой локации. Вот ради этого мы этим и занимаемся, мы создаем эти идеи, и я помогаю вам воплощать их в жизнь. Смотри, как это просто сделать. Ну что, давай приступим к решению первой задачи. Перемещение объектов. Предположим, что вот у нас есть вот такой вот замок, в который никак нельзя попасть. У нас вместо двери здесь глухая стенка. Мы хотим сделать так, чтобы при определенных обстоятельствах игрок смог туда попасть. Или просто сделать красивый эффект. Берем устройство перемещения объектов. Оно выглядит вот таким вот образом. Располагаем это устройство так, как нам нужно в нашей ситуации. То есть нам нужно, например, чтобы стенка ушла вниз, например, да? Все, мы направляем стрелочку вниз. Если надо вправо, значит вправо, влево, влево. То есть тут можно в разных плоскостях настраивать это устройство. У нас будет стенка уходить вниз. При этом она уйдет у нас вниз, например, на там, пусть она уходит на 5 метров. И будет она уходить у нас полметра в секунду со скоростью. При столкновении с какими-либо искусственным интеллектом, игроками или препятствиями, оно будет продолжать движение всегда и не будет ничего разрушать, не будет ничему наносить урон. Мы сделаем такие условия для того, чтобы это было безопасно и работало корректно. Действий в конце пути нам никаких не требуется. Активацию в начале игры мы отключаем. То есть, чтобы мы могли это сделать с помощью какого-то определенного устройства или задания или так далее. Все, размещаем это устройство таким образом, чтобы оно не красным было, а зеленым на самом объекте, который мы хотим переместить. И, допустим, давай сделаем так, чтобы у нас... Давай просто по кнопке. В принципе, можно абсолютно любое устройство к этому делу привязать, какое ты хочешь. Можно сделать триггер, можно сделать зону модификации, можно сделать абсолютно какую-то кнопку с условием и так далее. Но мы сделаем обычную кнопку, чтобы не заморачиваться, чтобы просто показать тебе, как это работает. Все, кнопочку на 1 секунду настроил для того, чтобы просто видно было взаимодействие. Давай даже на 2 секунды. И при взаимодействии она будет отправлять у нас сигнал на вот этот, на устройство, которое передвигает. Все. Начинаем игру. И вот, например, игрок выполнил определенные задания или достиг определенной контрольной точки, или нажал определенную там кнопку, ввел код и так далее. И происходит следующее. Идет взаимодействие с нашей стеночкой, и она у нас начинает передвигаться. Можно сделать скорость вот эту, какую тебе хочется. Можно сделать, чтобы она быстро, мгновенно. Можно, чтобы она очень медленно передвигалась. Но, собственно говоря, вот так это просто решается. То есть вот таким вот образом можно делать очень крутые штуки. Что делать, если нужно переместить сразу несколько объектов? Допустим, что-то большое. Тогда нужно дублировать вот это устройство перемещения на каждую деталь объекта. К сожалению, это работает так. То есть нельзя сделать так, чтобы одно устройство вот такое перемещало сразу множество объектов. Мы, например, хотим, чтобы передвинулась, например, вся вот эта стена. Мы размещаем тогда вот здесь колонна 1, вот здесь вот 2, вот здесь 3. Вот мы перемещаем, например, вот эти вот элементы все вниз. Тогда мы просто дублируем уже настроенное устройство с взаимодействием с нашим триггером, с кнопкой или с чем-то другим. Уже дублируем на другие элементы. И тогда мы нажимаем, и у нас двигается вся композиция. Можно также сделать, продублировать, например, чтобы верхняя часть в другую сторону двигалась. То есть все зависит от того, какие у тебя есть цели и задачи.
Вот. Видишь, у меня не додвигалось до конца, потому что там стояло всего там 5 метров, по-моему. Надо, значит, добавить, значит, поставить надо там 7 метров или чуть-чуть больше, чтобы оно ушло все под землю. Окей. Сразу, думаю, чтобы вокруг да около не ходить, затрону еще один классный момент. Давай сделаем так, чтобы помимо того, чтобы у нас передвигались объекты, чтобы появлялось еще что-то. Допустим, нам не надо, чтобы у нас так много всего было, да? Допустим, у нас убирается вот эта стеночка, и внутри у нас стоит какой-то объект, который у нас будет появляться. Давай что-нибудь найдем, сейчас быстренько выберем. Пусть будет вот этот вот кубик. Размещаем здесь кубик этот, например, и на кубик мы ставим вот это устройство. Первое. Это устройство мы настраиваем таким образом, чтобы в начале игры оно было у нас включено, но скрывало объект в начале игры, чтобы объекта не было. Вот. Дальше у нас будет взаимодействие, когда у нас вот это устройство завершит свое движение. При завершении движения у нас будет отправлять сигнал на манипулятор показать объекты. Все. Теперь смотрим, как это будет выглядеть. То есть мы сейчас затронули сразу две темы. Это перемещение объектов и появление мгновенное объектов или скрытие их. То есть мы нажимаем кнопочку, у нас начинает двигаться дверь, ну точнее в данном случае стенка. Вот. И тут пока что пусто. Вот когда закончится двигаться наша композиция, появляется кубик. Видишь, вот он. Хлоп, и появился, когда у нас закончилось движение. Также можно сделать наоборот, чтобы он исчез, например, когда что-то произойдет. То есть, в принципе, настраивается это просто. Думаю, что с этим мы разобрались. Поехали дальше. Дальше у нас очень интересная тема. Как сделать такие двери, как на дирижабле, раздвигающиеся, закрытыми, чтобы туда не мог попасть кто угодно. И как вообще управлять закрыванием и открыванием дверей, как сделать так, чтобы они блокировались и открывались при определенных условиях. Давай разберемся. Находим в нашей библиотеке дирижабль и размещаем его где-нибудь в комфортном месте. Ну, например, давай вот тут разместим его. Ба-бам! Красивый дирижабль, все круто. Теперь смотрим, о каких же у нас идет речь дверях. И вот наши двери, о которых идет речь. Мы подходим к ним, и они открываются. Мы отходим, они закрываются. Это если у вас стоит автоматическое открывание и закрывание дверей. Вот либо нужно с ними взаимодействовать. Как же сделать так, чтобы эти двери не открывались? Берем устройство «Замок». Размещаем это устройство на двери и настраиваем. Нам нужно так, чтобы у нас исходное состояние двери было закрыто. Отображение в игре у нас будет выключено, чтобы его не было видно, чтобы просто было заперто в начале игры. Вот. И нам нужно сделать так, чтобы при определенных обстоятельствах эта дверь открывалась. Да? Допустим, чтобы мы нажали какую-то кнопку. Проще простого. Размещаем здесь кнопку. И у нас Look Device. Мы настраиваем взаимодействие, Look Device, открыть. Пробуем. Итак, давай посмотрим, как это работает. Подбегаем к дверям. Они заперты. Что же теперь делать? Можно долбиться в них киркой. Можно даже поплакать, постоять. А можно просто нажать на вот эту кнопочку рядышком. И смотрим, что происходит. Я отбежал, потому что у меня автоматическое открывание дверей, чтобы они сработали. Хлоп, дверки открываются. Ура! Мы все сделали. Все работает, все прекрасно. Все очень просто, как видишь, настраивается. Элементарно. Все, дружище, на этом этот вопрос считаю закрытым. Также ты можешь привязать не кнопку, можешь привязать триггер, можешь привязать зону модификации, можешь привязать абсолютно любое устройство, которое тебе нужно на том этапе, на котором тебе нужно, чтобы сюда не мог попасть кто угодно. Святая святых. Переходим к следующему вопросу. Итак, следующий был вопрос, как сделать такую комнату, как вот в этом видео на 3.53. Смотрим. АФК XP. Вот такая комнатка, где ты просто чилишь, и у тебя начисляется АФК опыт. Давайте попробуем сделать. Во-первых, сам формат комнаты, которая будет у тебя, абсолютно не имеет никакого значения. Горизонтальная — это комната, где я перемещаюсь, вот как на моей карте. Вертикальная комната с батутом — это рельса, которая зациклена по кругу. Это абсолютно не имеет значения. Давай разберем, как это будет выглядеть в разных случаях, в разных ситуациях. Погнали. Итак, смотрим.
Вот я построил такую же штуку, как у меня на карте стоит. Как это выглядит? Здесь у нас находится внутри телепорт в начале вот этой вот дорожки. Стоят у нас ускорители, которые мы можем с вами настроить так, как нам удобно. Самое важное — это скорость, которую мы будем использовать, влияние на скорость перемещения, то есть меняется ли она или не меняется. Если ты здесь значение 1 ставишь, то у тебя по сути 100% к 100%. Если 0,75, то у меня скорость перемещения уменьшится на 25%. Неограниченное время действия. Важная штука, нужно поставить истина, потому что если будет ограничено, если вы ложь поставите, то тогда будет определенное какое-то длительность эффекта нужно выставлять. Я ставлю неограниченное время действия. Все. Применяем импульс включить, направленный вперед 2000, направленный вверх импульс 600, применить направленный вверх импульс включить. Окей. Дублируем вот это устройство до конца, выставляем красивенько, ровненько. Дальше. Вот эта зона, при попадании в которую, давай я чуть-чуть, наверное, вот сюда вот перемещу, при попадании в которую идет у нас сигнал на награду. То есть, когда игрок уходит из этой области, Accolades награда награждает его. То есть мы двигаемся, попадаем в нее, и при выходе нас награждает награда. Вот эта зона модификации настроена на то, чтобы телепортировать в начало пути. При попадании игрока в область телепортировать через телепортер. Получается вот такая вот картинка. Допустим, мы дошли до определенного этапа, нажимаем кнопочку, вот как у меня на карте AFK XP, и попадаем вот в эту зону. Здесь просто мы зацикленно вот так вот прыгаем. Видишь, на экране появляется средняя награда опыт. Очень быстро, правда, появляется, потому что слишком быстрое взаимодействие происходит. Вот. Вот так это работает. Также здесь можно дополнительно еще включать дополнительные бусты. То есть, например, когда ты находишься в этой зоне, через там 5 минут включить дополнительный буст к опыту, там, например, будет награда выдаваться еще сколько-то раз, там, по таймеру, например. Вот. Либо еще можно здесь разместить подбираемые объекты, да, зависит от того, какая она у тебя длинная. Если она у тебя вертикальная, вот если вы заметили, на одной из моих карт стоит вертикальная шахта, в которой прыгает на батуте просто игрок и подбирает объект в середине где-то пути постоянно, там у меня чаша с супом стоит, да, можно там ботинок, пирамидку, свиток, туалетную бумагу, там много разных модификаций этих подбираемых объектов. Вот он у меня сейчас в инвентаре есть. Вот. Я могу его разместить и поменять ему вид так, как я хочу. Где у нас тут? Вот монетка, плазменный шар, янтарная пирамида, синяя пирамида и так далее. Тут куча разных. Вон, яйцо-кролик могу поставить. И тогда, когда человек подбирает этот объект, он награждается наградой. Почему я делаю такие штуки? Не просто, да, человек тупо прыгает на батуте или тупо прыгает вот в такой вот зоне и просто по таймеру получает свой там опыт АФК, например, да, бусты какие-то по таймеру. Потому что Fortnite любит активность в игре и взаимодействие. Если вы делаете так, что у вас идет взаимодействие вот с зоной, например, да, или взаимодействие с предметом, тогда у вас засчитывается, что вы находитесь в игровом процессе, а не вы там просто спамите там наградами ни за что. То есть вы выполнили действие, вы подобрали предмет, вы выполнили действие, вы преодолели зону. Это действие, за которое ты получил вознаграждение. То есть это делается для того, чтобы не нарушать правила размещения наград. Собственно, вот так вот просто это делается. Также и с другими какими-то устройством, там, с рельсами, там, с какими-то другими механизмами, которые вам придут в голову. Если вы делаете что-то, делайте обязательно так, чтобы было с чем-то взаимодействие, чтобы было все безопасно. Вообще, для чего вот эти комнаты делаются? Во-первых, все любят в АФК провести время на карте и получить какое-то за это вознаграждение, потому что не у всех есть возможность выполнять какие-то действия, убивать мобов или какие-то там кнопки нажимать, бегать и так далее, да? Это очень удобно. Вот. Представь, да, игрок попадает, нажимает кнопку, например, ты не обозвал эту кнопку АФК комната, просто есть, например, кнопка или есть какое-то действие, которое он выполнил, и попадает в эту комнату. И такой, нифига себе, что это за комната, а зачем я здесь, что я тут получу? И тут бац, он начинает получать опыт, и он такой, вау, да, вот это то, что я хотел. Я здесь останусь, и я здесь проведу как можно больше времени, потому что я здесь получаю награду. Вот для этого мы делаем такие комнаты. И, наконец-то, 4-й вопрос. Карта паркур с чекпоинтами. Как сделать так, чтобы сохранить
сохранялись чекпоинты, чтобы человек на определенном этапе, если он допустил ошибку, возвращался в нужное место, чтобы его телепортировало в нужное место, чтобы он сохранял прогресс свой, и для того, чтобы все работало корректно и правильно. Давайте разберем это. Итак, смотри, я построил сейчас такой мини-паркур для того, чтобы просто показать, как все работает. Давай посмотрим с тобой взаимодействие с устройством в режиме игры. Вот, например, мы заспавнились в начале паркура. Нам нужно с тобой добраться невредимым до противоположной стороны. Ах, меня коцнуло, вот сейчас меня отравляет. Не получилось. Здесь мы активируем ловушечку, активируем нижнюю часть и пробегаем. Потом пробегаем здесь и хлоп, и опять я не смог, например. Я возвращаюсь в начало на контрольную точку 1. Пробегаем. Все. У нас контрольная точка 2. Дальше. Мы бежим, и тут, например, мы умираем. Не справились. И мы с тобой появляемся уже не в самом начале нашего пути, а мы появляемся на контрольной точке 2. Вот такая вот механика. Давай смотрим, как это сделать. Смотри. Во-первых, все, что ты построишь, это все зависит только от твоей фантазии, от того, как ты захочешь. Там можно движущиеся какие-то детали, ловушки, скользкие участки, где-то паркур по стенам. То есть это все исключительно твоя фантазия. Как сделать так, чтобы правильно были настроены у нас чекпоинты? Первое, это у нас контрольная точка, на которой мы появляемся. То есть если это у тебя также совпадает, как у меня сейчас на данный момент, с тем, что ты спавнишься на карте сразу на этой точке, то тебе по сути ничего не нужно менять. У тебя по умолчанию здесь всегда включено стоит, все команды, все, то есть полностью все могут на этой точке появляться. Отображение в начале игры лучше убирать, вообще в игре, чтобы оно не мешало, потому что будешь спотыкаться об это устройство. Вот, и здесь, вот видишь, использовать как точку старта, оно по умолчанию стоит. Вот. Дальше здесь возрождать живых игроков. Извини, заблетыки уже начались. Да, тоже ставишь для того, чтобы когда человек погиб, например, да, какой-то игрок на полосе препятствий, чтобы он здесь мог возродиться. Все, ничего сложного, все как положено. Дальше мы с тобой двигаемся. При любом поражении ты будешь там спавниться. Но что нужно сделать для того, чтобы ты спавнился дальше на следующей контрольной точке, а не там же, если ты преодолел какой-то уже этап? Например, здесь тоже ставишь точку возрождения, но ты ее выключаешь. Активно во время фазы нет. Команды все, как и там стоит, использовать как точку старта выключить. То есть человек, который заспавнился на карте, не сможет заспавниться здесь, потому что здесь будет выключено. Отображение опять-таки выключено. У нас воспроизведение всяких звуковых там эффектов, все остальное, то смотри на свое усмотрение, как тебе нужно. Отображение расстояния до врага то же самое, надо, не надо. Возрождать живых игроков, да. То есть у нас не может заспавниться человек изначально на этой точке, но возрождение живых игроков может здесь быть. Но смотри, какая штука. Из-за того, что она выключена, пока мы не доберемся до этого этапа, все игроки будут возрождаться на первой точке. Что сделать, чтобы у нас включалась вот эта и выключалась та? Мы используем вот такую вот зону модификации. Она вообще просто незаменимая. Мы ее размещаем на нашей контрольной точке, на пункте 2, 3, 20, 40, сколько у тебя их там будет, и настраиваем таким образом. Она у нас активна только во время игры, когда у тебя идет процесс игры. Отображение, естественно, мы не делаем. Зону ее делаешь по своей площадке, какая у тебя есть, да, по своему чекпоинту. Вот. Здесь важно настроить, чтобы было воздействие на игроков обязательно. Все остальное можно отключить, это не существенно. Но я оставил, потому что здесь нет никаких существ на карте. Вот. Опять-таки, все зависит от того, как у тебя здесь можно редактировать, стрелять или нельзя. То есть, как у тебя настроено, ты здесь уже сам настраиваешь под свои потребности. Вот. Здесь важно, чтобы у тебя все, что здесь сейчас на данный момент, у меня по дефолту стоит. Важно взаимодействие. Когда человек попадает в эту область, игрок, спавнер 1, который первый стоит у нас, выключается там, где человек спавнится в начале игры.
и там, где он спавнится после поражения до достижения контрольной точки. Он отключается у нас, и тогда после поражения ты можешь спавниться только на этом спавнере. И такая взаимосвязь дальше и действует. Достиг 5-й контрольной точки, у тебя там отключает предыдущий спавнер. То есть поэтапно, да, то есть, допустим, сейчас 2-я точка, я делаю 3-ю, на 3-й точке размещаю такой же модификатор зоны и устанавливаю, что он у нас отключает 2-й спавнер и включает 3-й, который будет там. То есть мы дублируем просто это вот цепочкой до того момента, пока мы не достигнем финиша. Помимо этого, мы можем здесь привязать получение награды. Мы можем привязать здесь всплывающее сообщение на экране, чтобы человек, когда достиг этой контрольной точки, его там поздравление было, что поздравляем, ты достиг контрольной точки 2, держи награду, там визуальные эффекты, звуковые эффекты, это все можно добавить и привязать также сюда. Вот. Теперь, когда у нас вот так вот настроено, у тебя будет все прекрасно работать. То есть ты сможешь здесь абсолютно правильно играть на этой карте. Вот. Все остальное, вся механика, все оформление, все это зависит только от твоей фантазии. Опять-таки, награды привязывать также можно по контрольным точкам, по зонам модификаций. Можно награды привязывать по там каким-то заданиям, да, по преодолению расстояния. Там много-много-много разных вариантов есть. Получается, что чекпоинт, контрольная точка, это твоя страховка. Как бы ты ни облажался дальше, ты возвращаешься на эту точку и продолжаешь свою игру. Тебе не нужно начинать все сначала. Спасибо, что были со мной, ребята. Надеюсь, я смог ответить на все ваши вопросы. Обязательно пишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть, что бы вы хотели еще узнать и с чем разобраться. Увидимся на следующем выпуске. А пока творите крутые карты и удивляйте своих друзей.